Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги рабочей недели. Представляем «Большой космос». Это программа о самых интересных событиях и, конечно же, людях отечественной и мировой космонавтики. Участники 20-й экспедиции посещения МКС признаны годными к полету. Решение принимала главная медицинская комиссия по итогам тщательного анализа данных медицинских обследований. Итак, основной экипаж космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета, они же космические туристы Юсаку Маэзава и Йоза Хирана, дублеры, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо. Тем временем в монтажно-испытательном корпусе площадки номер 31 космодрома Байконур активно готовят к пуску ракету-носитель «Союз-2-1А». В начале декабря именно ей предстоит вывести на орбиту корабль «Союз МС-20» с экипажем 20-й экспедиции посещения. Проведен внешний осмотр блоков носителя, стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, его электрические проверки, а также пневмоиспытания двух боковых блоков В и Г. Также на космодроме Байконур готовят к пуску ракету-носитель «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb в рамках миссии номер 37. Штатные работы с разгонным блоком «Фрегат» производятся в монтажно-испытательном корпусе площадки номер 31. Процесс обеспечивают специалисты космического центра «Южный» и НПО имени Лавочкина. Ну а пуск ракетоносителя «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb намечен на конец декабря со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. Теперь о российских спутниках. Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева создают экспериментальный космический аппарат «Скиф-Д». Спутник должен войти в состав космической системы, предназначенной для отработки новых технических решений по предоставлению широкополосного доступа в интернет, а также для защиты орбитально-частотного ресурса России. Тему новых технологий в производстве наших спутников в специальном репортаже продолжит наш коллега Николай Вдовин. В холдинге «Российские космические системы» открывается производство нового для российского рынка поколения чувствительных элементов микроэлектромеханических систем. Эти отечественные серийные микрокомпоненты станут основой инновационных гироскопов и акселерометров для безошибочной автономной навигации новых космических аппаратов, от кьюбсатов до межпланетных станций. На данный момент весь мир идет по одному тренду развития микроэлектромеханических систем. Это реализация изделий с герметизированием и вакуумированием на уровне кристалла. Это новая технология, называется она Wafer Level Packaging и расшифровывается как герметизация на уровне пластин. То есть готовое изделие получается без использования корпусирования, а в виде кристалла размером несколько миллиметров поперечно. Ключевые преимущества этой технологии – это улучшение массогабаритных характеристик и комбинирование датчиков и чувствительных элементов в одном кристалле. Сам чип ставится на плату, никаких дополнительных защит для него не нужно, и главная выгода – масса спутника резко снижается. Одно из применений этой системы в космонавтике – наноспутники и кьюбсаты. Их навигация и стабилизация проводятся в том числе с помощью этих систем, а в ближайшем будущем такие технологии будут применяться и на межпланетных миссиях. В нашем центре сейчас начались работы по разработке такой технологии и ее реализации. Мы осваиваем технологии сращивания пластин, так называемый бондинг. Благодаря этой технологии как раз можно получать многослойные кристаллы, которые затем герметизируются на уровне чипа и широко применяются не только в космической технике, а в целом в летательных различных аппаратах, беспилотных аппаратах, в общем, везде, где требуется автономная система навигации. Автономная высокоточная навигация воздушных беспилотных систем и наземной промышленной техники во многом обеспечивается за счет технологии MEMS. Микроэлектромеханическая система – небольшое изделие, которое обрабатывает информацию, измеряет физическую характеристику и различные параметры. Движение акселерометра улавливается чувствительным элементом, обрабатывается электрический сигнал с помощью платки маленькой, небольшой, которая здесь же изготовленная, находится внутри внутри акселерометра, и выдаются какие-то параметры, которые в систему, в инерциальную, которые с помощью пересчета показывают скорость, координаты, ускорение данного изделия, в котором применено.
Вообще такие изделия микроэлектромеханические с такими высокими малогабаритными характеристиками очень широко применяются в коммерции. Это разные беспилотные летательные аппараты, автоматические автопилоты, автомобили с автопилотами, ну и различные системы доставки, которые в текущем положении дел с ковидными ограничениями стали очень актуальны и большое применение имеют. В общем-то, в целом, все эти датчики хорошо диверсифицированы и широко применяются в потребительской сфере также помимо космоса. Еще одна сфера применения таких микроэлектромеханических систем – нефтегазовая промышленность. Высокоточные инклинометры с такими датчиками устанавливаются внутри трубы и в процессе бурения контролируют координаты ее перемещения. Чтобы знать, в какой пласт ввести данную всю трубу, да, с газом или с нефтью. Вот в России сейчас не существует акселерометров, которые бы выдерживали огромные нагрузки, порядка 1000 G, и работали плюс-минус до плюс 175 градусов. Так вот, сейчас идет разработка именно такого изделия для импортозамещения этого изделия на российское. Кроме РКС в России пока нет предприятий, которые осваивали бы подобные технологии. В сфере отечественной микроэлектроники российские космические системы находятся на передовой. Участие в таких больших проектах, которые потом где-то применяются, и ты видишь результаты своей деятельности, они, конечно, воодушевляют. Нужно все время следить за трендами мировыми, отечественными, и если вот эту кооперацию продолжать сохранять, если в ней, в этой тусовке находиться, то как раз вот это и помогает часто отслеживать тупиковые направления, отсеивать их и находить правильные решения, то есть все время отслеживая то, куда стремится вся цивилизация, все технологии. Коллектив хороший, ребят много молодых, значит, все хотят тоже развиваться, новые технологии применяем, разрабатываем, ищем по миру и внедряем их здесь. В общем-то, отношение, конечно, к нашему направлению микроэлектроники все-таки идет развитие какое-то, какие деньги вкладываются. Государство заинтересовано в этих работах. РКС обеспечивает серийное производство всего многообразия микроэлектромеханических систем, чувствительных элементов и других образцов хай-энд электроники на собственной платформе. Это позволило отойти от практики поштучного ручного изготовления чувствительных элементов. Сейчас они изготавливаются только на пластине групповым методом. Все это многократно повысило их надежность, скорость изготовления, а к тому же снизило себестоимость. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, работающие сейчас на МКС, приняли участие во всероссийской переписи населения. Для диалога с представителями Росстата в Центре управления полетами ЦНИИ-МАШ организовали специальный сеанс связи. Кстати, Юлия, Россия – единственная в мире страна, в которой переписывают находящихся на околоземной орбите космонавтов. В 2002 году во всероссийской переписи участвовали космонавты Валерий Корзун, Сергей Трещев и Федор Юрчихин. О том, как переписывали российский экипаж МКС в 2021 в материале Анны Шенцевой. В России продолжается перепись населения. По всей стране работают почти 270 тысяч переписчиков, цель которых – посчитать всех жителей Российской Федерации. В том числе тех, которые временно уехали в другую страну или улетели на орбиту. Антон Шкаплеров и Петр Дубров вышли на связь с Землей и тоже приняли участие в переписи. Она проходит в России каждые 10 лет и должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена на этот. Изменился и формат. Теперь на вопросы переписчиков можно ответить онлайн на сайте госуслуг. Если же вы, как космонавт, живете в труднодоступных местах без связи и интернета, переписчики тоже постараются к вам приехать. То есть это единственный источник фактических знаний о населении страны. Это как бы моментальная фотография всей страны. Местные власти могут на основе данных переписи понимать, в чем есть потребность в том или ином населенном пункте, где нужны школы, где нужны высшие учебные заведения, где нужны рабочие места, где нужна транспортная инфраструктура для того, чтобы люди могли добираться из дома на работу и так далее.
Кстати, вы наверняка заметили этого очаровательного представителя Росстата. Его зовут Випин, и эта птичка – символ Всероссийской переписи населения, в честь которой он и получил свое имя. Випин будет очень вам благодарен, если до 14 ноября вы успеете зайти на госуслуги и уделите анкете несколько минут. Если вы уже зарегистрированы на госуслугах, проверьте свою почту. Возможно, там уже есть письмо с ссылкой на опрос. Это большой космос. В первых числах ноября 1967-го произошло событие знаковое для очень важных сфер человеческой деятельности – космонавтики и медиа. Советский спутник «Молния-1» впервые транслировал сигнал центрального телевидения из Останкино во Владивосток. Тему «Современный космос» и «Современные медиа» обсуждаем с гостем студии, шеф-редактора информационного ресурса «Про Космос», научный журналист Александр Баулин. Саша, здрасте. Приветствую, спасибо, что пришел. Событие, к которому приковано внимание мировых медиа. Событие, непосредственно связанное с космонавтикой, причем космонавтикой, так сказать, дальнего прицела. Наконец-то. Проект «Сириус». Рассказывай. 6 человек начали изоляционный эксперимент «Сириус». Они проживут в ограниченном помещении 240 дней. И это имитирует полет на Луну, высадку на Луну, работу на поверхности, возвращение на орбиту Луны и возвращение домой на Землю. Отмечу то, что экипаж интернациональный, там 3 россиян, 2 американца и космонавт из ОАЭ. То есть мы еще и имитируем то, что наш полет будет, скорее всего, международным. Каждый раз увеличивается их длительность. И вот сейчас 240 дней, вот такие эксперименты, они позволяют проверить, сможет человечество осваивать космос, или нам надо сначала научиться дружить на Земле. Саш, спасибо. Собственно, о топовых темах. Главные, по твоей оценке, как редактора, шеф-редактора «Про Космос». Очень красивая миссия НАСА, зонд Люси, который должен посетить 7 астероидов. Если посмотреть на их траекторию, мне вот очень интересно, ребята явно чем-то подкрепляют вообще свой творческий потенциал. Летит в одну сторону, возвращается, летит в другую сторону. Ну, конечно, в этом есть все возрастающий наш опыт, когда мы можем не просто по одной линии стараться побольше небесных тел посетить, да, а сделать весьма причудливую траекторию, понадеяться, что он по пути не сдохнет. Amazon обещает в следующем году запустить первые 2 спутника, и просто будет интересно, как будет выглядеть через пару лет наше небо, если там будет Starlink от SpaceX, Kuiper от Amazon, еще и Сфера. Blue Origin собирается построить космодром в Объединенных Арабских Эмиратах для своих суборбитальных кораблей. Мне кажется, это логично. Лунопарк надо строить поближе к посетителям. В Арабских Эмиратах много богатых пользователей, которые могут захотеть полететь. Потенциальных участников космических полетов, космических туристов. Спасибо за грамотное объяснение. Если этот проект удастся, то это вот будет вклад в развитие той частной космонавтики, которая позволит нам развивать космос силами не только государств. Ну, кстати, ведь и Роскосмос в Дубае подписал с Объединенными Арабскими Эмиратами тоже целый ряд очень важных и перспективных соглашений. Арабские Эмираты очень взвешенно подходят к вопросу освоения космоса. Они послали своего первого космонавта с Роскосмосом, а автоматическую станцию к Марсу отправили с американскими институтами. И сейчас они, по данным СМИ, собираются подготовить еще 4 космонавтов и выбирают, готовить их с Роскосмосом или с НАСА. И тут я так понимаю, что у России главное преимущество, во-первых, большой опыт, да, а во-вторых, то, что мы все-таки уже давно запускаем космический аппарат «Союз», а
Crew Dragon, он пока только еще начинает по-хорошему свою службу. Парочка астрономических новостей. Возможно, обнаружена первая экстрапланета. Впервые заметили, что в соседней галактике подозрительно была закрыта звезда, значит, упала уровень светимости, от нее упал уровень излучения, и предполагают, что это была планета. Мне кажется, это еще потребует больших сил на подтверждение, но представить, что мы можем обнаружить планету в соседней галактике, вот, понимаете? Ну и 31 октября у нас был День темной материи, и свежая идея смотреть за нейтронными звездами. Они же плотные, нейтронные звезды, они очень тяжелые и они очень плотные. Нейтронная звезда там массой Солнца, она будет совсем компактных размеров, там меньше Земли. Вот. А раз они такие компактные, то, скорее всего, они лучше будут ловить частички темной материи. Поэтому, если за ними наблюдать, хорошо рассчитывать, сколько они должны были отдать массы в виде излучения потерять, то вдруг, если они эту массу не потеряли, потеряли меньше, или даже набрали и сколлапсировали в черную дыру, значит, они что-то ловили. И ловили, скорее всего, темную материю. Это пока теоретическая конструкция. А у нас на очереди истории, как раз и свидетельствующие о том, что космос интересен очень и очень многим. Слышите рев моторов? Для участников мотоклуба «Байконур» этот звук, пожалуй, один из любимых. Сегодня им предстоит небольшой пробег от стадиона Десятилетия до Гагаринского старта и музея космодрома. Это шанс не только вновь встретиться и пообщаться, но и провести время с пользой. Мотоциклисты, путешествуя по стране, рассказывают о Байконуре, а потому занимаются своего рода популяризацией космоса. Мы решили сделать такую традицию, чтобы люди могли как-то побольше узнать о космосе, наверное, о мотодвижении, то есть заняться популяризацией мотодвижения на Байконуре. И также популяризацией туризма, поездок совместных на космодром. То есть, чтобы люди знали, что такое космодром. По себе знаю, как это, то есть, чтобы улетела вот такая вот большая махина, оно дорогого стоит, и очень много сил и средств в это вкладывается. Сегодня мотоциклисты подарили музею космодрома Байконур флаг мотопробега «Космос наш Гагарину-60». Этот мотопробег был организован мотоклубом «Ночные волки» при поддержке Роскосмоса. Флаг проехал от Королева до Циолковского. Теперь он есть и в музее Байконура. Было поручено вручить вам, нашему городу, музею, флаг, который, собственно, символизировал прокат, этот мотопробег. Поэтому прошу принять на память. Мотопробег собрал много друзей. Были здесь и дети мотоциклистов. Искренние эмоции от увиденного останутся с ними надолго. Я сегодня ездил на автобусе на космодром. Я слышал то, что 519 запусков было на Гагаринском старте. Ну, мне нравится, когда мы ездим по всему городу, ездим по разным местам, ездим по каким-то еще музеям, нам тоже там рассказывают. Мы ездим туда часто, и иногда бывает по каким-то праздникам, например, 8 марта или 9 мая, мы ездим тоже по городу, у нас прокат.
Побывать на гагаринском старте мечтает, наверное, каждый мотоциклист. Сегодня мотоклуб «Байконур» вместе с гостями впервые в таком составе приехал сюда на экскурсию. Красивое закрытие мотосезона. Анна Самойленко, Иван Тимошенко, Дмитрий Ахметов, Антон Алпатов. Космический центр «Южный». Байконур. Кто-то просто наблюдает за золотым веком освоения космоса, а кто-то собирает целые космические коллекции, чтобы позже передать их будущим поколениям. Космическое соперничество в области освоения космоса между гигантами отрасли СССР и США в период с 1957 по 1988 годы отразилось в создании тематических предметов советской индустрии, как искусства, так и домашнего обихода. Кэрри Лин Редди – американский историк культуры, почетный иностранный член Союза филокартистов России, имеет русские корни. Вместе со своим супругом Арсеном Мелитоняном, коллекционером и культурологом, на протяжении нескольких десятилетий она собирала уникальную коллекцию космической тематики, будучи убежденной в ее важной роли для сохранения и популяризации историко-культурного наследия. Я начинала собирать свою коллекцию более 25 лет назад. Я очень полюбила елочные игрушки маленьких космонавтов. И одним из первых предметов в коллекции была металлическая коробочка с рисунком белки и стрелки. Тема полета в космос и исследований Вселенной всегда ее интересовала. Переехав в Россию и увидев очень большое количество памятных сувениров на тему исследований космоса, Кэрри определила тематику своего собрания. Помимо почтовых карточек и конвертов, в коллекции практически сразу стали появляться и другие предметы. Мой муж Арсен всегда собирал открытки. Мы стали коллекционировать вместе. Он собирал открытки с видами Москвы. И я стала собирать коллекцию о космосе, и Арсен внес больше вклад. В коллекции были не только открытки, но марки, книги, игрушки, значки, сувениры и другие предметы. Нам всегда нравилось вместе искать что-то нового для своей коллекции. Нам нравится помогать друг другу. Позже Кэрри решила передать свою коллекцию в дар Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Мы получили несколько коробок интереснейших вещей, которые с любовью разбирали. Мы ходили вокруг этой коллекции, наслаждаясь, удивляясь и восхищаясь одновременно всем тем, что к нам попало в фонды библиотеки. Более того, мы сделали прекрасную выставку, большую, наполненную раритетами, которые открылись нам в этих коробках. И наши очаровательные, совершенно потрясающие гости, Кэрри Лин Редди, прочитала совершенно удивительную лекцию о развитии советской космонавтики. Это было настолько неожиданно, настолько ярко и настолько убедительно, что все вместе стало настоящим мощным проектом во славу советского космоса, которое исходило от людей, любящих свое дело, занимающихся этим собирательством профессионально и, естественно, вызвало неподдельный интерес со стороны всех слушателей. Конечно же, за коллекционированием стоит гораздо больше, чем просто собрание экспонатов. Это то, что объединяло супругов на протяжении десятилетий. Можно только представить, сколько радостных эмоций они испытывали от каждого нового предмета, появлявшегося в коллекции. А теперь подарили ту возможность увидеть ее всем неравнодушным к космонавтике. Мы сегодня являемся обладателями удивительной коллекции, которая начала собираться в конце 60-х годов. И это собирательство вылилось в такую серьезную коллекцию, в которой представлены и открытки того периода,
Причем они интересны не только потому, что отражают ту эпоху, но здесь находятся штемпели на этих открытках, посвященные тем или иным событиям, так или иначе связанных с космосом. Особый набор открыток, вот таких совершенно детских, «Мурзилка на спутнике», отражающие интересы и увлечения детей того периода и передающие характер книг и главных героев той эпохи. Некоторые открытки содержат автографы космонавтов, которые были в космосе. Например, открытки с рисунками космонавтов. Алексея Леонова, да. И эти его замечательные работы, которые мы все знаем и любим, были выполнены и в открытках, и они попали к нам. В коллекцию также вошли марки и спичечные этикетки, ручка, значки, памятные медали, сувениры, изготовленные в единственном экземпляре на Байконуре, и многое другое. Кэрри буквально интересовало все, что касалось космоса и его отражения в предметах бытования. Особый интерес вызывают в том числе и открытки с фотографиями из семейного альбома Юрия Алексеевича Гагарина, например. Выпуск журнала «Огонек», который вышел в апреле 1961 года, после приземления Юрия Алексеевича на Землю, занял почетное место рядом с печатными экспонатами библиотеки. Уникальность этого экземпляра журнала состоит в том, что к моменту его выпуска он был сверстан и сделан был уже с вот его оригинальной обложкой. И когда произошло удачное приземление Юрия Алексеевича и его возвращение на Землю, то была быстро сделана новая обложка для журнала «Огонька» с его портретом. Полностью номер посвящен Юрию Алексеевичу Гагарину и развитию космической отрасли на данный этап исторический. Но есть в коллекции предметы, которые всегда были и остаются особенно дороги сердцу Кэрри Редди. Это елочные игрушки, из которых однажды и началась эта история. Коллекция началась с елочных игрушек. Вы видите эти игрушки вот с этого первого изображения космонавта в таком совершенно очаровательном костюме, подлинном костюме. Он отражает элементы скафандра, в котором летали наши космонавты. Важное осознание приходит от того, что увлечение космосом стало целым собранием искусства, которое теперь украшает фонды библиотеки имени Горького. А ценность предметов экспозиции уже сейчас, спустя более полувека, определяет их история. Международная команда астрофизиков обнаружила искривленный аккреционный диск одной из самых близких к нам черных дыр в галактике, расположенной на расстоянии около 9600 световых лет от Земли. Масса черной дыры с гнутым диском — 8 масс нашего Солнца. Объект Макси J1820 представляет собой один из 3 самых ярких рентгеновских транзиентов, когда-либо наблюдаемых в истории астрономии, что обусловлено как его близостью к Земле, так и расположением на небе за пределами пятна Млечного Пути. Источник оставался ярким на протяжении нескольких месяцев, что позволило его наблюдать многим астрономам-любителям. Новое открытие ученых. Большое красное пятно Юпитера, буря диаметром 16 тысяч километров, которое бушует в атмосфере планеты, простирается ниже уровня облаков, то есть высоты конденсации воды и аммиака. Ее местоположение, возможно, связано с аномалией гравитационного поля планеты. В рамках гравиметрических измерений аппарата Юнона астрофизиками было обнаружено колебание гравитационного поля планеты, вызванное штормом, а также то, что зональные струи, питающие шторм, уходят глубоко вниз. Оказалось, глубина большого красного пятна составляет 500 километров, а окружающие струи простираются вниз в атмосфере газового гиганта на 3000 километров.
А сейчас в большом космосе традиционный обзор от Николая Вдовина «Объекты Вселенной». Колдуэлла 40 NGC 3626. Интересная спиральная галактика в созвездии Льва. В ее ядре сверхмассивная черная дыра, которая повлияла на формирование Балджа, центральной области галактики. NGC 3626 открыл астроном Вильям Гершель в 1784 году. Она находится на расстоянии 70 миллионов световых лет от Земли. Лучшее время года для наблюдения этого замечательного объекта Вселенной – весна, так что придется чуть-чуть подождать. NGC 3626 можно обнаружить с помощью небольшого телескопа, но при этом галактика является одним из самых маленьких объектов Колдуэлла на небе. Спасибо, что были с нами. Увидимся в большом космосе.